Всем привет! В сегодняшнем обзоре я решил изменить формат и тему и расскажу про умные часы Bluelory BV11. Почему? Некоторые мои зрители упрекают меня, что я обозреваю только дорогие модели часов. Согласен. Я решил провести эксперимент и рассмотреть абсолютно другую бюджетную модель часов Bluelory 2020 года с минимальной ценой $39. Я не ошибся, это реальная цена часов. Скажу еще раз, $39. Официальный сайт Bluelory обещал реально хорошие часы, красивый дизайн, корпус, большой цветной дисплей, постоянное измерение пульса, пульсоксиметр, измерение давления, спортивной активности, поддержка умных уведомлений и водонепроницаемость. Интересная и обещающая информация. Насколько продвинулись китайские разработчики в своих недорогих новых моделях, расскажу по порядку в моем обзоре. Цена часов. Нереально низкая цена $39 за часы настораживает. А еще дешевле часы можно купить на AliExpress со скидками дешевле, чем даже на официальном сайте производителя. Давайте разберемся, что можно получить за эти деньги. Меня же в первую очередь интересовали не только часы, но и вся экосистема, железо, датчики, софт. Комплектация, распаковка. Часы поставляются в черной тонкой коробке, запечатанные скотчем. В середине коробки следующая комплектация. Часы с фиксатором, защитно-рекламной наклейкой на экране. Отдельная коробочка для 2 силиконовых ремешков, зарядный кабель, инструкция. Приятно удивила комплектация. В поставке идет 2 силиконовых ремешка в 2 расцветках, черный и темно-синий. Изначально все ремешки поставляются отдельно от часов. Инструкция по работе с часами. Есть даже русский язык, но качество перевода, честно говоря, оставляет желать лучшего. Но в принципе, кто хочет разобраться, понять можно. Потешила инструкция. Например, не подвергайте часы коррозии от сексуальных жидкостей, чтобы не повредить часы. В оригинале было Don't touch corrosive liquid. В общем, производителю хорошо бы поработать над качеством перевода, если они позиционируются на русскоговорящий рынок. Чтобы часы заработали, вам нужно вынуть корпус часов из фиксатора, установить ремешок, снять защитную пленку экрана и нажать кнопку управления интерфейсом. Все, часы начали работать. Не забудьте подключить часы к телефону, чтобы вы смогли получать и читать умные уведомления прямо на дисплее. Внешний вид. Круглый корпус часов с одной кнопкой управления. Эта же кнопка используется для активации интерфейса и включения циферблата. Доступ до всех элементов меню идет через тачскрин касанием пальцев. Тачскрин тут отзывчивый. Я не заметил запаздываний и нечетких реакций на касание. Тип ЖК-дисплея в часах – это цветной IPS-экран с разрешением 240 на 240 пикселей. Но при ярком солнце прочитать циферблат будет затруднительно. Это не трансфлективные экраны и не AMOLED. С обратной стороны корпуса находится оптический датчик пульса и пульсоксиметр. Важный нюанс. Оптический датчик пульса позволяет записывать пульс в течение дня, в отличие от других более дешевых устройств, где запись пульса идет только по требованию, то есть включил опцию, увидел пульс. Здесь запись постоянная. Понравилось решение фиксации ремешка. Используется стандартная застежка, которая без труда позволяет поменять ремешок в часах. Сам силиконовый ремешок мягкий и удобно лежит на руке. Я не почувствовал какой-то пластмассовости материала ремешка. Зарядный кабель позволяет заряжать часы через внешний разъем с магнитной фиксацией. Единственный момент, что тут используются 2 полюса магнита, то есть производитель контролирует полярность зарядки. Присоединить кабель другой стороной к разъему вы не сможете. Магниты будут отталкивать контакты. Зарядные контакты имеют небольшой ход и четко прилегают к площадкам заряда. Зарядный кабель используется только для зарядки часов. Синхронизировать данные через кабель или управлять часами не получится. Для этого вам нужно подключить часы к телефону. Интерфейс и софт. Управление интерфейсом идет с помощью тачскрина. Для экономии заряда изначально дисплей отключен. Чтобы включить его, нужно один раз нажать на боковую кнопку. Если вы начнете пролистывать меню справа налево, увидите виджет активности за день. Это шаги, расстояние и калории. Кстати, дизайн этого виджета очень в один напоминает дизайн в часах Apple. Это процентное выполнение кругов для каждой опции. Второй виджет – это измерение текущего пульса. По вертикальной прокрутке вверх можно добраться до графика пульса за день. Данные по пульсу записываются в этот график при движении. Данные за ночь в часах по пульсу я не увидел. И последний виджет – это состояние сна за предыдущую ночь. Тут нет разбивки по фазах сна. При прокрутке слева направо открывается список спортивных активностей. Про них расскажу чуть дальше в своем обзоре. Помимо спортивных активностей, тут еще есть данные за день, спортивные результаты, пульс, сон, пульсоксиметр, измерение кровеносного давления.
Управление музыкой на телефоне. В часах нет музыкального плеера. Можно только управлять музыкой на вашем подключенном телефоне. Прогноз погоды. Берется с телефона. Секундомер. Таймер. Список умных уведомлений, которые пришли в часы с телефона. Это смски, сообщения с чатов социальных сетей. Поддерживается русский язык. Опция «Поиск телефона». Часы отправляют запрос на активацию телефона. И установки. В разделе настроек установки возможно изменить циферблат из списка готовых вариантов. Также можно выбрать мощность вибросигнала, язык интерфейса, поддерживается русский язык в списке европейских языков. Английский, немецкий, испанский, португальский, французский, итальянский, польский, китайский и японский язык. Секция установки дает больше сервисную информацию про часы. Это про систему, сброс и отключение. Кроме того, по прокрутке сверху вниз появляется дополнительное меню. Есть следующие режимы. Не беспокоить, переход в настройки, поиск телефона, инфо про часы, время включения экрана часов. Дополнительного программного обеспечения для установки на ПК нет. Также нет веб-сервиса, куда бы часы сбрасывали все данные. Это тренировки, шаги, пульс. Вся информация хранится в программе телефона, к которому подключены часы. Отдельное слово хочу сказать про мобильное приложение. Русский интерфейс сделали, скорее всего, с помощью машинного перевода. Вместо кнопки «Сохранить» идет «Спасти». При регистрации перевод идет «Стал заливку» вместо регистрация. Браслет фотографий. Я так догадываюсь, это было «Сделать фото». В общем, качество русского перевода оставляет желать лучшего. Кстати, в часах русский интерфейс переведен лучше. Программа в телефоне OnWear состоит из нескольких секций. Данные по активностям позволяют вам просмотреть данные по активностях: шаги, пульс, сон, давление, насыщение кислородом крови. Статистика и данные по активностям. Список всех тренировок, которые провел владелец часов. Настройки. Доступ до опций часов. Для тех, кто любит менять циферблаты, тут множество вариантов дизайна под события и настроение. Все, что вам нужно, это выбрать циферблат и синхронизировать его с часами. Учетная запись владельца. Настройки опций. Цель по шагам, единицы измерения. Спортивные активности. Теперь самое интересное. А как насчет спортивных программ? В списке активностей есть следующие варианты. Прогулка, бег, альпинизм, велоспорт, плавание, баскетбол, эллиптический тренажер, йога. Пробовал плавать с часами в бассейне. Часы измеряют пульс в воде, но не определяют стили плавания и расстояние. Мне удалось записать только пульс и калории. Для тех активностей, где есть перемещение по дистанции, например, прогулка и бег, доступны следующие поля: пульс, шаги, калории и расстояние. Самое интересное, что в часах нет поддержки GPS, то есть расстояние рассчитывается от пройденных шагов без телефона с GPS. Поэтому наложить трек с похода на карту вы не сможете. В результатах активности в телефоне вы сможете увидеть время, калории, темп, количество шагов, каденс и график пульса. Для вело, плавания и баскетбола, эллиптического тренажера и йоги будут поля пульс и калории. Запуск активности происходит просто. Выбрали меню, нажали, подождали таймер обратного отсчета, запись пошла. По окончании тренировки вам нужно открыть программу в телефоне, чтобы синхронизировать данные. По расходу заряда производитель обещает 7 дней в режиме умных часов с использованием датчика пульса и подключенным телефоном и приходом сообщений. Или 15 дней в режиме ожидания, то есть без контроля пульса и только с подключенным телефоном и уведомлениями. Единственный момент – нет постоянно включенного экрана. Циферблат часов постоянно отключался через короткий интервал, хотя я выбрал максимальную задержку по времени. Тесты. Проверил работу датчика оптического пульса, а также пульс по сравнению с данными электронного тонометра. На первых циклах измерения показатели давления часов и тонометра практически совпадали один в один с показателями. Через 2-3 цикла измерения цифры изменялись на 10-20 единиц. При этом разница в измерении пульса была всего в несколько единиц. Проверил показатели бытового пульсоксиметра, который считывает насыщение кислорода в крови с пальца, с встроенным пульсоксиметром часов. В этом тесте разница в показаниях была в 1-2 единицы. Что не добавили еще в часах. Еще один момент. Часы не поддерживают работу с внешними датчиками, так что кардиоремень через Bluetooth вы не сможете подключить, как и другие внешние датчики. Изменение дата полей в активностях в часах недоступно. Вы можете использовать только готовые экраны. Плюсы и минусы. Давайте подытожим результаты. Плюсы часов Blue Ori BW11.
Экстремально низкая цена – $39 для такого набора опций. Яркий и сочный экран с IPS-матрицей с разрешением 240 на 240 пикселей. Есть встроенный оптический датчик пульса и измерение давления. Но мой тест показывал расхождение с другими бытовыми тонометрами. Пульс измеряется хорошо, разница в несколько единиц. Пульсоксиметр измеряется хорошо, как и другие бытовые приборы. Красивый и недешевый дизайн. Приятно удивлен, что часы за такую маленькую цену могут неплохо смотреться. Тачскрин-экран и кнопка управления. 2 сменных силиконовых ремешка в комплекте. Минусы часов Blueworry BW11. Нет поддержки GPS. Отсюда вытекает нюанс, что треки маршрутов вы записывать не сможете, хотя в более дорогих моделях, например Glypho 5 Pro, есть GPS. Нет бесконтактной оплаты и музыкального плеера на борту. Нет поддержки внешних датчиков, но хотя бы для протокола Bluetooth. Нет поддержки веб-сервиса для сохранения данных. Некачественный русский перевод интерфейса мобильного приложения, хотя в часах лучше сделан перевод интерфейса на русский язык. Мои выводы. Часы Blueworry BW11 подойдут скорее для начинающих пользователей, которые хотели бы получить красивый и сочный экран за маленькие деньги. Это бюджетный вариант. Конечно, не стоит ожидать полный фарш всех опций в модели за $39. Понятно, что это не премиум спортивная туристическая модель. На мой взгляд, это часы для определенного сегмента своей аудитории. Так что на свой товар свой покупатель. В общем, это уже решать вам, за что вам платить свои деньги. На этом пока все. Спасибо за просмотр, поддержите меня своими лайками и подписками. Всем пока!